Машины возродились из пепла ядерного огня. Их война за уничтожение человечества бушевала несколько десятилетий. Но последняя, решающая битва произойдет не в будущем. Она состоится в нашей действительности. Сегодня вечером. Именно с таких слов начинается фильм, который стал переломным в истории кинороботов. Если раньше роботы чаще были помощниками, экспериментами ученых или существами, пытающимися понять человека, то теперь на экраны вышла машина, у которой нет сомнений, эмоций и жалости. Она не ведет переговоров, не ошибается и не останавливается. Ее невозможно запугать или убедить. У нее есть только одна задача — уничтожить цель. Именно таким в 1984 году мир увидел «Терминатора». Из будущего, где идет война человечества и цивилизации машин, присылают робота-терминатора, чтобы уничтожить женщину по имени Сара Коннор. По сюжету именно она должна родить Джона Коннора, будущего лидера человеческого сопротивления, который спустя годы приведет людей к победе над искусственным интеллектом. Чтобы спасти Сару, вслед за терминатором из будущего отправляется солдат сопротивления Кайл Рис. Так начинается смертельная гонка, в которой практически неуязвимая машина методично преследует свою жертву, не испытывая страха, боли или сострадания. Именно этот фильм познакомил миллионы зрителей с понятием «киборг» — кибернетический организм, сочетающий живые ткани и механические компоненты. Под человеческой кожей терминатора скрывается стальной эндоскелет, управляемый искусственным интеллектом. Этот образ оказался настолько ярким и убедительным, что на долгие годы стал эталоном кинематографического киборга и навсегда закрепил этот термин в массовой культуре. Терминатор серии T-800 — это практически идеальная машина для ликвидации. Его металлический эндоскелет делает его почти неуязвимым для обычного огнестрельного оружия, а огромная физическая сила позволяет без труда справляться с несколькими противниками одновременно. Встроенные базы данных содержат подробные знания человеческой анатомии, благодаря чему он способен максимально эффективно нейтрализовать цель. Получив повреждения, терминатор может самостоятельно выполнить ремонт своих систем, а его процессор анализирует окружающую обстановку и мгновенно принимает оптимальные решения. В одном из самых запоминающихся эпизодов фильма терминатор самостоятельно удаляет поврежденный человеческий глаз. Этот момент наглядно показывает, что человеческая внешность для него всего лишь маскировка. Под слоем живой плоти скрывается металлический остов, а биологический глаз нужен лишь для того, чтобы не вызывать подозрений у окружающих. Потеряв его, машина без колебаний избавляется от бесполезной детали и продолжает выполнять свою миссию. Но, пожалуй, одной из самых пугающих способностей является умение идеально имитировать человеческий голос. Запомнив речь любого человека, терминатор может воспроизвести ее с абсолютной точностью, используя обман как еще одно оружие для достижения своей цели. Еще одна сцена отлично демонстрирует невероятную живучесть терминатора. Во время погони его на полном ходу сбивает грузовик. Удар, который мгновенно убил бы любого человека, лишь ненадолго замедляет машину. Единственным заметным последствием становится повреждение ноги. Походка терминатора становится хромающей, но он продолжает неумолимо преследовать свою цель, словно ничего не произошло. Именно эта неостановимость делает его по-настоящему пугающим противником. Кульминацией фильма становится сцена, в которой терминатор оказывается в кабине бензовоза, а грузовик взрывается, превращаясь в огромный огненный шар. Кажется, что машина наконец уничтожена. Но уже через несколько мгновений из пламени выходит то, чего зрители еще никогда не видели.
полностью лишенный человеческой оболочки металлический эндоскелет. Без кожи, без мимики, без каких-либо признаков жизни он продолжает неумолимо двигаться к своей цели. Именно этот эпизод окончательно раскрывает истинную сущность Терминатора и стал одной из самых знаковых сцен в истории научно-фантастического кино. Раненые Сара и Кайл пытаются укрыться от киборга на механическом заводе. Однако даже массивные металлические двери не способны остановить неумолимого убийцу. Ценой собственной жизни Кайл закладывает взрывчатку и подрывает Терминатора. Взрыв разрывает машину пополам, но даже это не становится концом. Лишившись ног и одной руки, искалеченный металлический скелет продолжает ползти за Сарой, неумолимо приближаясь к своей цели. Эта сцена наглядно демонстрирует главную особенность Терминатора. Пока функционирует его центральный процессор, он будет выполнять свою программу до самого конца. Чудом Саре удается заманить Терминатора под гидравлический пресс. В самый последний момент она приводит механизм в действие, и многотонный пресс буквально расплющивает металлический эндоскелет. Только так машину удается окончательно остановить. Но это был конец лишь для первого Терминатора. Оглушительный успех фильма положил начало одной из самых известных научно-фантастических франшиз в истории кино. Впереди зрителей ждали новые модели киборгов, революционные спецэффекты и продолжение истории противостояния человечества и машин, которая растянулась на десятилетия. Пока в Голливуде зрителей пугали неуязвимым киборгом-убийцей из будущего, в Советском Союзе тоже показали своего робота. Правда, советские инженеры решили, что машина должна не убивать людей, а помогать им. Так, в телефильме «Гостья из будущего» появился один из самых известных советских биороботов — Вертер. Как я сразу не догадался. Действие фильма начинается 13 апреля 1984 года. Шестиклассник Коля Герасимов по дороге в магазин встречает своего друга Фиму Королева. Тот рассказывает, что уже несколько дней следит за загадочной незнакомкой, которая исчезает в заброшенном заколоченном доме. Заинтригованные мальчишки решают раскрыть эту тайну. Внутри дома никого не оказывается, но перед уходом Коля замечает лестницу, ведущую в подвал. Там он обнаруживает странное устройство, которое по неосторожности приводит в действие. Оказывается, это настоящая машина времени. Спустя мгновение Коля переносится в конец 21 века, где знакомится с биороботом Вертером, добродушным сотрудником Института времени. Именно Вертер объясняет мальчику, что тот оказался в далеком будущем. Воспользовавшись гостеприимством робота, Коля просит показать ему мир будущего и разрешить посетить космодром, даже не подозревая, что вскоре окажется в центре невероятных событий. Вертер — один из самых необычных роботов советского кинематографа. Это биоробот, работающий в Институте времени, где он выполняет обязанности смотрителя и помощника. Внешне Вертер совсем не похож на человека. У него металлическое тело, характерное механическое лицо и открытые элементы конструкции, поэтому фильм даже не пытается выдать его за живого человека, как это было с Терминатором. Это потрясающе! Вертер. Несмотря на механическую природу, Вертер наделен яркой индивидуальностью. Он вежлив, добродушен, обладает тонким чувством юмора, любит играть в шахматы, пишет стихи и постоянно размышляет о смысле жизни. Перед нами уже не бездушная машина, а полноценная личность со своими интересами, переживаниями и мечтами. Но самое удивительное заключается в другом. Ты думаешь, я в нее влюблен? Нет. Я на нее буквально молюсь. Именно в «Гостье из будущего» впервые в советском кино так открыто звучит мысль, что робот способен испытывать настоящие человеческие чувства.
Вертер искренне влюблен в сотрудницу Института времени Полину и не скрывает своих эмоций. Для середины 1980-х это была довольно смелая идея. Робот здесь не просто выполняет программу, а способен любить, ревновать, переживать и жертвовать собой ради другого человека. Свои чувства Вертер подтверждает не словами, а поступком. Когда за Колей начинают охотиться космические пираты, весельчак У и крыс, именно робот встает на пути вооруженных преступников. Обладая огромной физической силой, Вертер легко справляется с пиратами в рукопашной схватке. Однако у его противников оказывается мощное энергетическое оружие, против которого даже биоробот бессилен. Получив смертельные повреждения, он продолжает сражаться до последнего, давая Коле шанс спастись, и погибает, пожертвовав собой ради человека. Так, советский кинематограф показал робота не как бездушную машину, а как личность, способную любить, сострадать и сознательно пожертвовать собой ради других. В 1985 году на экраны выходит фильм «Дэрил», где главный герой уже не просто похож на человека, он практически им становится. Если Терминатор лишь маскировался под человека, а Вертер даже не пытался скрывать свою механическую природу, то Дэрил стирает эту грань окончательно. Перед зрителем уже не металлический робот, а искусственно созданный мальчик, которого невозможно отличить от обычного ребенка. На протяжении большей части фильма Дэрил ничем не отличается от обычного мальчишки. Он живет в приемной семье, ходит в школу, быстро находит общий язык со сверстниками, заводит друзей и старается вести самую обычную жизнь. Правда, очень скоро становится понятно, что перед зрителем необычный ребенок. Благодаря своим уникальным способностям Дэрил мгновенно усваивает любую информацию, демонстрирует феноменальную память, с легкостью осваивает новые навыки и во всем показывает выдающиеся результаты. На бейсбольном поле он играет настолько хорошо, что вызывает восхищение окружающих, а в школе без труда справляется с самыми сложными заданиями. Но спокойная жизнь заканчивается, когда создатели Дэрила выходят на его след. Военные намерены любой ценой вернуть секретный эксперимент под свой контроль. Пытаясь спастись, Дэрил демонстрирует свои невероятные возможности. Он мастерски управляет автомобилем, а в одной из самых зрелищных сцен фильма даже самостоятельно пилотирует сверхзвуковой военный самолет, оставляя преследователей далеко позади. Когда военные решают уничтожить Дэрила как неудачный эксперимент, он вынужден спасаться бегством. В финале фильма мальчик даже угоняет сверхзвуковой разведчик SR-71 Blackbird, чтобы инсценировать собственную гибель и навсегда избавиться от преследования. Именно в этом и заключается главная особенность фильма. В отличие от Терминатора или Вертера, Дэрил практически не воспринимается как робот. Перед зрителем обычный мальчик, который лишь постепенно начинает понимать, что он совсем не такой, как остальные дети. 1984-1985 годы стали переломными для образа робота в кино. Всего за несколько фильмов зрителям показали 3 совершенно разных взгляда на искусственную жизнь. Терминатор стал воплощением безжалостной машины-убийцы. Вертер доказал, что робот способен любить и пожертвовать собой ради человека. А Дэрил впервые заставил задуматься, можно ли считать искусственно созданное существо полноценной личностью. Именно эти фильмы заложили основу для многих последующих историй о роботах и искусственном интеллекте. Но это уже тема следующего выпуска.